последняя гастроль. Юбилейные игры, 25-летие, что, где, когда. Ноябрь-декабрь 2000 года. Что наша жизнь игра. Сегодня против знатоков играют Владимир Пензин, Томск, Наталья Орлова, Чикаго, США, Фирюза Курбанова, Дашховуз, Туркменистан, Елена Малых, Соликамск, Иван Лобанов, поселок Эльбан, Хабаровский край, сектор Ретро, Сергей Перегудов, Могилев, семья Власовых, Ярославль, Юлия Третьякова, Санкт-Петербург, Борис Юзвик, поселок Свобода, Калининградской области, Михаил Миронов, Нижний Новгород, Зеро, 3 карты. Спасибо. Благодарю вас. Начинаем игру. Добрый вечер, добрый вечер. Добрый вечер в интеллектуальном казино, единственном месте, где каждый может заработать деньги своим собственным умом. Вот на прошлой неделе поколение 70-х проиграло свою игру. Сегодня будет играть поколение 80-х. А вот Никонов только что был на экране. Здравствуйте. Наш самый, по-моему, старейший знаток. Если постарше. 30 декабря, господа, 30 декабря финал, в котором игра пойдет на само существование элитарного клуба знатоков. У меня все. Что у нас сегодня за день? Суббота. Суббота, 2 декабря 2000 года. Итак, как я уже говорил, сегодня играет поколение 80-х. Вот такими они были. Посмотрите на них. Александр Бялка. Александр Друзь. Никита Шангин. Олег Долгов. Леонид Владимирский. Виктор Сиднев. Вот такими они были. Это была дружная семья знатоков. Они всюду бывали вместе, да и я бывал у них в гостях не раз. Сегодня они рассеяны по всему миру. Итак, поколение 80-х. Доктор физико-математических наук, профессор Макс Планк института в Штутгарте, Германия, Олег Долгов. Программист из Нью-Йорка, обладатель хрустальной совы Леонид Владимирский. Кандидат физико-математических наук, замдиректора компании Бреннер Александр Бялка. Обладатель хрустальной совы Никита Шангин. Обладатель 4 хрустальных сов, магистр игры «Что, где, когда» Александр Друзь. И капитан команды, кандидат физико-математических наук, директор компании «Троицкий Леком» Виктор Сиднев. Что, где, когда. Телезрители против знатоков. Игра до 6 очков. Счет 0-0. Первый раунд.
5000 черная. 5000 черные, совершенно верно. Против вас играет Наталья Орлова. Да, город Чикаго, Соединенные Штаты. Господин Владимирский, вот вы живете в Нью-Йорке, мне сказали. Да, А в Чикаго вы бывали? да. Я видел Чикаго. Да. Не встречали там Наталью Орлову? К сожалению, а может быть, к счастью, нет. Ну зачем же так сразу? А сейчас мы увидим, какой вопрос. Правильно, к счастью или к сожалению, вы сейчас почувствуете. Внимание, вопрос. Серьезный вопрос. Господа, чему была равна длина знаменитой русской иконы 1672 года рождения апостол Петр и Пресвятая Троица? Вопрос понятен? Время. Досрочный ответ. Досрочно? Александр Бялка. Дело в том, что икона была посвящена рождению нового царя Петра, и она, то есть ее размер иконы представлял рост младенца Петра, ну, наверное, где-нибудь 55-58, наверное, сантиметров, вот так. Господин Бялка, мы с вами так не договаривались. 1-0, выигрывает знатоки. И знатоки еще имеют минуту обсуждения. Дополнительную минуту обсуждения. Быстрый гол. 5000 рублей уходят знатокам. Уважаемая публика, внимание! Сотовая сеть «Сонет» объявляет всеобщие выборы лучшего знатока элитарного клуба поколения 80-х. Лучшему знатоку 80-х сегодня будет вручен специальный приз «Золотой сонет». Сонет Шекспира на четверти килограмм чистого золота 999 пробы. Голосуйте за лучшего знатока 80-х. Это может быть Виктор Сиднев. Те, кто считает его лучшим, звонит по телефону 995-8151. Или Леонид Владимирский. Его поклонники звонят по телефону 995-8152. Или Александр Друзь. За него голосуйте по телефону 995-8153. Или Александр Бялка. Я думаю, сейчас уже толпа у телефонов. Тот, кто выиграл этот раунд, тот, кто считает его лучшим, звонит по телефону 995-8154. Олег Долгов. Его поклонники звонят по телефону 995-8155. Никита Шангин. Телефон его 995-8156. Господин Сусов, генеральный директор сотовой сети «Сонет». Что нам нужно еще знать по этому поводу? Пожалуйста. В прошлый раз почему-то телезрители решили, что могут звонить только абоненты сотовой сети «Сонет». Это совсем не так. Можно звонить из любой точки мира, только не надо забывать набирать код Москвы и код страны. Спасибо. 1-0. Второй раунд. Уважаемая публика, вы уже слышали, что все 6 игроков поколения 80-х застрахованы, так что живите спокойно. Жить спокойно, значит жить лучше. Посмотрим на волчок. Саша. Мне кажется, 4, да? черные, да. 4000 черные. Благодарю. Против знатоков играет студентка Елена Малых, город Соликамск. Господин Крупья, Да, я слушаю вас. Бинбанк увеличивает эту ставку в 2 раза. Ну, дело ваше, воля ваша. Ставка, значит, теперь у нас 8000 на кону. А я хочу обратиться к господину Сидневу. Господин Сиднев, говорят, у вас много детей. Это правда или нет? Да, у нас 4. У нас это в каком смысле? У нас? У нас 4 дочки. 4 дочки. А какая-нибудь дочка в зале есть? Есть. Можно ее посмотреть? Вот сзади. Как вас зовут, дочка? Таня. Красиво? Это старшая. Это старшая. А маленькая 5. Ну, давайте поработаем со старшей. Таня, скажите, пожалуйста, вы почитаете своего отца? Да. Чтите его, да? Так, почитайте, чтите. А в чем выражается вот ваше почитание? Но я стараюсь поступать, как он в некоторых ситуациях. Ну, Но не во всех. господин Сиднев, у вас хорошая дочка. Скажите, пожалуйста, она заботится о вас? Конечно. Господа, Конфуций сказал: некоторые думают, что почтительность к своим родителям выражается в заботе о них. Но ведь мы заботимся и о кошках, и о собаках,
Однако никто не говорит о почтительности к кошкам и собакам. Внимание, вопрос. Так о ком или о чем мы должны заботиться, выражая почтительность к своим родителям? Время. На своих детях. Это хорошо. Еще вопрос, какие были? К Татьяне, какие были вопросы? Он же еще... Почитает ли она и заботится? Почитает ли и А заботится? что значит почитает, еще был вопрос. Она сказала, я поступаю как... Как он мне... Не надо. Ответ не мог быть запланирован, неважно. Да. Значит, о ком мы можем заботиться из своих родственников? Ну, о детях, о родителях, да? Вариант О родителях родителей. Подожди, а что значит почтительно? Уважать мнение, прислушиваться Да, в Китае, скорее всего, не доживали, да? Заботить. Чтить, читать, почитать. Нет, действительно. О детях. Да, она... Нет, о детях. Ну хорошо, о себе самом. Уважать самого себя. Уважать самого себя. Тем самым ты... Заботиться. О ком мы должны заботиться? О ком заботиться мы должны. Заботиться о себе. Потому что мы есть продукт этих Если родителей. мы хотим, да, почитать Пока нет. родителей. Пока нет. Да. Владимирский будет отвечать. Еще есть секунды. У вас есть дополнительная минута обсуждения, на всякий случай, я говорю. Вы берете или нет? О себе он точно может. Нет, да, не берете. Не Кто берем, отвечает? Леонид Владимирович. Детей может не Отвечает Леонид Владимировский, а все остальные молчат. О ком или о чем мы должны заботиться, выражая почтительность к своим родителям? Выражая почтительность к своим родителям, мы должны заботиться о том, кто является их продуктом, о себе. А почему? Почему? Где логика? Значит, потому что... Почему эгоист выражает, заботящийся о себе, выражает заботу... Это вовсе не значит, что он эгоист. Так, я слушаю вас внимательно. Значит, это просто значит, что он сохраняет себя для своих родителей. Таков ваш ответ? Да. А теперь, внимание, правильный ответ. Правильно. Ну, лучше, чем один. Детей может не... Конфуций говорил, родители наши больше всего печалятся, когда их дети болеют или что-нибудь плохое с ними происходит. Поэтому, выражая почтительность своим родителям, мы прежде всего должны заботиться о себе, о своем здоровье. Так что заботьтесь о себе. Таня, заботься о себе. 2-0, черт возьми. Господин Крупье, Да, я слушаю вас. я прошу прощения. Так получилось, что у нас кроме нашей команды здесь 6 присутствующих. Есть еще наш друг из Америки, капитан американской команды 80-х годов Стефан Лэнг, который смог приехать к нам на игру. Мы хотели бы сделать замену, я хочу уступить ему место. Хотя бы на 1 раунд. Разрешите нам это? Я поддерживаю. Друзья, долой! 3-й раунд. Господа, что же это получается? Мало того, что знатоки выигрывают, но все заботятся только о знатоках. Бриллианты, золото, хрустальные совы только для знатоков. Даже единственный юрист в этом зале, господин Борщевский, и тоже помогает знатокам. А что же телезрители? Несправедливо. Им помогает только один человек, и вы даже знаете, кто это. Я считаю, что мы вовремя сделали замену, потому что если бы Друз сидел за столом, то это была бы не совсем корректная игра. Я считаю, что он вовремя ушел. Да, тот самый вопрос. Итак, сектор ретро. Вопрос 1982 года. Рано смеетесь. Помните, у нас были в те годы призы книжки, и представляла их Тамара Владимировна Вишнякова. Давайте поаплодируем Тамаре Владимировне. Внимание на экран. Разум есть несравненно высшая способность, но она приобретается не иначе, как победой над страстями. Николай Васильевич Гоголь. Избранные произведения. За команду телезрителей начинает игру Наташа Холодович, ученица 10 класса, город Макеевка. Внимание. Уважаемые знатоки, да, перед вами цифры, которыми мы сейчас пользуемся. А теперь послушайте несколько исторических фактов. Всем известно, что мы пользуемся с вами
арабскими цифрами. Вот сейчас они перед вами от единицы до девятки и 0. Но почему арабские цифры пишутся именно так, а не иначе? Этого пока точно никто не знает до сих пор. Единственное, можно сказать, что недавно, после долгих и упорных трудов, директор Марокканского музея истории Абделькрим Баужибара выдвинул на этот счет простую и убедительную гипотезу. Уважаемые знатоки, Абделькрим Баужибара потратил на свою гипотезу долгие годы. А мы вам даем всего 1 минуту, ведь вы же наши знатоки. Итак, почему эти арабские цифры пишутся именно так, а не иначе? Досрочный ответ. Досрочный ответ. Никита Шангин. У меня начинает портиться настроение. У вас есть 3 шанса. По этой гипотезе арабские цифры от единицы до десятки, от единицы до девятки, это количество углов, Простите, составляющих начертания... От единицы до десятки? До девятки. Это количество углов, составляющих начертание этой цифры. Таков ваш ответ. Нарисуй. Ну, девятку-то рисуй. Единица. Единица. Двойка. Тройка. Ну и так далее. И так далее, и так далее. Там, четверка. А 0? А 0 это отсутствие угла. Невозможно с вами играть. 3-0. 3-0. 3-0. Выигрывает знатоки. Уважаемая публика, внимание! Главный приз юбилейных игр. Бриллиантовая сова нового магистра игры «Что, где, когда». Бриллиантовая звезда, простите. Второго за всю историю клуба магистра имеет много бриллиантов, 7,5 каратов, много изумрудов и рубинов. Золото 750-й пробы, техника исполнения Фаберже. Бриллиантовой звездой и званием магистра «Что, где, когда» будет награжден лучший игрок за все 25 лет существования элитарного клуба. Награждение состоится по окончании финальной игры 30 декабря 2000 года. А сейчас еще не все. Уважаемая публика, внимание! Сотовая сеть «Сонет» учреждает специальный приз для нового магистра игры «Что, где, когда» – «Вечный сонет». Вечный сонет оплачен до конца 21 века. Не ограничен во времени переговоров. Обладает правом наследования и дарения. Но самое главное, господа, Вечный сонет, как и все телефоны сотовой сети «Сонет», единственный, абсолютно безвредный для здоровья человека, а также полностью защищен от подслушивания. Спасибо сотовой сети «Сонет» за Вечный сонет. 4-й раунд. Итак, на кону 3000 красных. Играет Иван Лобанов, поселок Эльбан, Хабаровский край. Господа, ну вы все помните, в молодости, когда я бывал в вашей компании, мы пили разные вина. Но в частности, вот Сиднев, помнишь, мы пили молдавское? Да. Да? Не знаю, кто его покупал, но не я точно. Так что я вам должен. Владимир Ильич, как говорил Жванецкий когда-то, да? Разве мы думали, чего пить? Мы думали, кабы чего выпить. Но я вам отдам. Итак, внимание, молдавское вино. Пробуйте, господа. Хорошее вино. Стакан. Пробуйте и закусывайте. Так, ребята, быстро, что там подано к... Сыр брынза. Итак, внимание, вопрос. Сухой, красный. Господа, как нужно покупать вино и как продавать его? Как нужно покупать вино и как продавать его? Время. Так, зачем здесь закуска? Надо обязательно попробовать.
Не, ребят, дегустаторы обязательно булку жуют. Чтобы качество, при оценке качества вина обязательно белую булку надо жевать. Это нейтрализует вкус. А продавать, наоборот, давать сыр, чтобы забивало. Да. Вот Всё, все дела. то есть перед тем, как самому купить, надо попробовать хлеб. Да, он для этого здесь стоит, чтобы лучше А чувствовать. продавать нужно угостить сыром. Сыром, потому что он забьет. Хорошо, еще крутим. Да нет, давай, нет, Саша, это твой ответ. Ребят, давай доиграем, Олег. Просто еще Так, не расслабляться. Хорошо. Какая цель у того, кто покупает? Купить подешевле и хорошее. Да. Дешево и хорошо. Продать Не, подороже ну, ребята, и... Слушайте, ну здесь есть ловушка. Попробуйте у нас попросить, Да, давай чтобы попробовать. Попробуй, да. попробуй. Сыр, кстати, острый, попробуйте кто-нибудь. Я вас как братьев прошу. Значит, соленый. Все отлично, значит забивает. Итак, Отвечает Александр Бялка. вы, если уверены в ответе, отвечайте. Но у вас есть еще Нет, минута. отвечает не берем. Даже две. Чё, Хотел Нет, одну отвечай. минуту, как бы, да. Значит, Итак, отвечает Александр Бялка, да? мы посовещались... Можно сказать вопрос еще раз повторить, да? Да нет, мы вроде поняли вопрос. Смотрите, Александр. Вопрос состоит в том, чтобы для того, чтобы выгодно продать вино, надо улучшить как бы его вкус. А это можно сделать с помощью сыра, который острый и забивает рецепторы, так сказать, вино становится мягче. А дегустаторы, которые пробуют вино для себя, как бы для того, чтобы его купить себе, наоборот, пользуются хлебной булкой, даже жуют ее и выплевывают для того, чтобы вкусовые рецепторы улучшили свою работу. И тогда острее воспринимается вкус вина. Качество. Господин Бялка, Да. вы что, все-таки кандидат физико-математических? Да. Это точно. У него даже диплом есть. Ну и в этом вопросе вы разбираетесь. Абсолютно твердый и правильный ответ. 4-0. Очередные 3000 рублей отдаем за доказ. Еще один. Все, договорились. Все, поехали. Да, ну попалась команда. Александр Бялка, вы можете мне ответить, вот пока пьют соки? Да. Вы можете сравнить, скажем, крупье 20-летней давности и крупье сейчас, нынешнего. Можно я? Многие говорят, что я... Да, я могу сказать, как вино. Вы настоялись, так сказать, набрали терпкость. А вы знаете, говорят, что я стал с годами добрее, мягче к знатокам, не могу с ними бороться. Владимир Яковлевич, Да. Вас обманывают, вы набрали уксуса. Владимир Яковлевич, я хочу открыть один маленький секрет, потому что, может быть, телезрители наверняка не знают, что 20 лет назад, когда мы праздновали ваше 50-летие, я вот открою этот секрет, мы вас называли дедушкой. Сегодня, через 20 лет, мы думаем, что вы сильно помолодели. Сегодня сами уже есть дедушки. Ну зачем вам меня подкупать? Вы и так 4-0. Итак, Так, не расслабляйтесь. сейчас будет реклама. Счет 4-0, и мы начинаем 5-й раунд. Только что я посмотрел таблицу голосования. Там на первом месте Александр Друзь. Как всегда, публика голосует за того, кого она знает Владимир больше, Яковлевич. а не за того, кто приносит больше пользы. Вот смотрите, он стоит рядом, а все равно все голосуют за него. Я и принес. Господин Крупье, Да, у пожалуйста. меня претензия к вам, как от американца. Поскольку вы мне не выдали телефонного номера, я потребую, пожалуйста, пересчитать вручную голоса. Я предлагаю, чтобы у вас был номер Александра Друзья, и все будут довольны. Вот его и пересчитали. Это по-нашенски, пацаны. Да. Итак, господа, голосуйте. Все, ребята, играем. Так, играем. Что мы играем? Покажите стрелочку. 2000 черные. А счет 4-0. Так, играет семья Власовых, город Ярославль. Так. Ну, смотрите, целая семья, а у нас всего 2000. Я говорю, так сказать, намеками, но, может быть, кое-кто меня поймет. Господин Крупье, Да, слушаю вас. мы видим, телезрители уже стали играть целыми семьями, потому что они чувствуют, что... Насколько? Да, насколько серьезен момент. Поэтому давайте мы увеличим эту ставку в 3 раза. Итак, на кону у нас
Дважды 3, 6. 6 тысяч рублей. Еще считать умеет. Что там на тарелке? Нервничаю. Итак, семья Власовых из Ярославля. Да. Утверждает, что если итальянцы из города Кома поделить на немцы из Эрлангера, то получится француз из Лиона. Внимание, вопрос. Что за ерунда? О чем речь, господа? Время. Какая-то единица, которая... Подожди, кого там еще? Кома, Эрлангер, Леон. Даже немцы, кто там еще? Немцы. Итальянец, поделенный на немца, получается французский Леон. Комо живут австрийцы, а не итальянцы. Дьяволу. Это физические единицы, скорее всего. Это, вот помнишь, под Цельсий, Фаренгейт и так далее. да. Это точно физика. Это именные физические единицы. Ну, итальянец кто там? Кто может быть? Бернули какой-нибудь? Кто? Джоуль, там, Ньютон, Вольт. Вольт какой-то. Вольт. Ампер, вольт. Вольт, ампер. А кто получится еще раз? Немец. Получится француз. Получится француз. Значит, этот самый. Останавливаем. Вольт, ампер. Нет, тогда делим на Эрлангер, это на ом и делим, да? Нет, это А он тогда чему равен? Вольта. Вторую минуту. Ампер. Вторую минуту. Берем вторую минуту. Да. И спокойно разбираемся. Итальянец это вольта. Да. Немец это ом. А француз это ампер. Все. Кто отвечает? Ампер, что? Отвечает Стефан Лэнг. Страшно подумать. Гуманитар. Так, ну вот формула. Вольт разделить на омы равно амперам. Кто там итальянец, то немец, то француз. Никола, если я не ошибаюсь, вольта, итальянец, Александр. Ну вот. Ом немец, а ампер француз. Андрей. Ну? 3 физика, 4 физика за столом. Стыдно, ребят, стыдно. Доктора физико-математических наук, я бы отдал этот вопрос телезрителям. Ну что, отдаете? Нет? Провокация, ребята. Провокация. Провокация, конечно. Ребята, игру ломать не надо. Деньги отдаем. Мы готовы отдать. Деньги отдаем. Выигрыш отдаем. Деньги отдаем. Деньги. Деньги отдаем Там и телезрителям. так 6 тысяч. Ладно, 5-0. А деньги телезрителям все равно. Господин друзья, мы благодарим Стефана Лэнга, потому что американская команда, игра американской команды, безусловно, была частью игры поколения 80-х, что где когда. И сегодня он тоже принес нам удачу. Спасибо, Стефан. Спасибо, ребята. Ну что, сыграем? И крутить не будем, да? Может, вернем на удачу, может, само выпадет. Ну, так, а ты уже здесь, да? Да. Может, само выпадет? Саша, ты слышал про это? Само уже выпадало. Да. Сейчас вдруг и выпадет. Нет, если вы против, конечно, я... Нет, ну, давайте крутанем. Мы за, ну давайте крутанем, для честно. Ты один. Коллектив против тебя. А кто сказал? Нет, мы его любим. Давайте голосовать. Да, я тоже его люблю, но против. Давайте вручную пересчитаем. Все. Ну хорошо. Значит, традиционно играем на самую большую ставку, на 6 тысяч. И у нас раунд 0. А вы без карт будете играть? Без карт. Давайте вспомним китайского философа Лао Цзи. Не чувствую. Который еще 1000 лет тому назад сказал нам, как надо управлять большой страной, большим государством. Он говорил, что управлять большой страной это все равно, что готовить мелкую рыбешку. Не надо... Внимание, вопрос. Что имел в виду Лао Цзи? Чего не надо делать, чтобы управлять большой страной? Готовьте красные карточки. Время. Так, сдирать чешую просто. Ну, чистить ее не надо. Не надо, потрошить не надо. Не обращать внимания на мелочи.
на минуту. То есть считать не надо мелкую рыбешку, да? Нет, все равно, что готовить мелкую Считать не рыбешку. надо. Надо чистить, сдирать с нее шкуру. всю. Заниматься отдельно каждой взятой рыбешкой. Да. Нет, но идея в том, чтобы не заниматься мелкими проблемами, да? Но вот либо ее не чистить вообще, что ли? Не чистить вообще, не потрошить вообще. Заниматься в целом Хорошо, может, не целой считать массой рыбы. всё-таки. Это значит ничего не... Ребят, здесь может быть про налоги что-нибудь вот такое, поскольку страна большая. Все равно, что... Чешуя это что? Готовим мелкую рыбешку Шкуру как сдирать с нее. массу. Как массу То готовим есть мелкую относиться к рыбешку. ней как массе, а не как каждой отдельной рыбешке. А что значит относиться? Ты К же единому ничего целому. не делаешь, когда варишь, она варится сама и все. Конечно. А потом целиком выкидывать, как из страны. Ну, вот есть еще вариант считать. Считать ее не надо, как бы поштучно. Ну и что считать не надо? Минуту берем. Еще, да, возьмем. Но еще давайте еще версии. Готовить. Солить ее не надо. Не надо потрошить. Как и население. Чего я повторяю Мы вопрос берем для еще одну. телезрителей? Да, берете. Чего не надо делать, чтобы управлять хорошо большим государством? Время. Не потрошить То есть не каждого. надо ее рассматривать, не надо видеть каждого отдельного человека, что ли? Но это какая-то Кого ее? Там процесс приготовления. Общественные Вы чё? интересы выше личных. Ребят, Вот. из чего, Саш, из чего заключается, из чего заключается процесс С приготовления? рыбой надо. Что с рыбой? Потрошить. Вот это Все равно, Ну что чистить же сказали, потрошить. Первое, чистить. Второе, потрошить. Что еще? Третье, считать. Третье, считать. Четвертое. все сразу перечислите, все. То есть не надо заниматься отдельно взятой рыбешкой. Точно так же при управлении государством А если у тебя всего одна мелкая рыбешка? Никит, я вопрос. Не надо каждому голову отрезать в этом государстве. Ну, самое, что потрошить. Чистить то же самое, с дирочкой. Но пока что только чистить. Нет, вы ничего очень... Потрошить на самом деле. Отношение к обществу. Как, Давайте рамку. Ребят, Да не, слушай, ребят, не надо. Ребята, У нас он еще философ, он должен мыслить глобально. У нас еще Ну, ребята, ну это же Китай, это еще тоталитарное сознание ко всему. Безусловно. Отвечает Никита Шангин. Отвечает Никита Шангин. Господин Крупин, Да, слушаю вас. игра уже почти подходит к концу, и поэтому А у вопрос... вас осталось много денег? А просто сейчас, посоветовавшись с коллегами по залу, мы считаем, что вопрос очень интересный, и поэтому, если мы увеличим ставку в 2 раза, это будет совсем не лишним. И мы слушаем Никиту Шангина. Что не надо делать по Лао Цзи, чтобы хорошо управлять большой страной? Чтобы управлять большой страной, по мнению китайского философа, что вполне укладывается в представление об обществе, характерные именно для Востока, Лишнего не говори. не надо учитывать интересов отдельно взятых личностей, а нужно учитывать общественные интересы в целом. Как при приготавливании блюда из мелкой рыбешки мы не обрабатываем каждую отдельно взятую рыбешку, а обрабатываем массу в целом. Отношение к обществу как к массе. А чего не надо делать? Не надо учитывать, не надо Учитывать. Не надо заниматься интересами отдельно взятой личности, отдельно взятого человека. Нужно ставить общественные интересы выше личных. Не надо потрошить. Не надо потрошить, да. Ну, скажи это слово еще. Вот правильно, скажите слово. И это слово было дважды произнесено во время минут обсуждений. 2 людьми. Просто оно как бы погибло в бурном обсуждении. Ответ принят. Как вы говорите, направление правильное. Направление правильное. Дорога идет туда. А теперь правильный ответ. Так же, как при приготовлении мелкой рыбешки, вы это говорили и вы. Лао Цзи говорит, при управлении большой страной не надо мешать. Мешать не надо. Каша будет, которую потом не расхлебаешь. Мешать не надо. Мешать не надо. Хорошо. Счет 5-1. Все бросили. Мы 2 минуты обсуждали одно и то же. Мы не сделали следующего шага. Мы не крутим. Что случилось? Крутиться надо, отойти назад. Все, вспомнили баню. Да, Господа, все в баню. сейчас реклама. 7-й раунд. Мне сейчас передали
записку, что Бинбанк хочет сделать заявление. Вы хотите что-нибудь сказать? Да. Господин Крупье, Пожалуйста. Бинбанк учредил премии для телезрителей, которые прислали наиболее интересные вопросы. Каждая премия величиной 5000 рублей. Спасибо. 1000 красная. 1000 красных. Из Питера, по-моему. Нет, не из Питера, из города Томска. И против вас играет Владимир Пензин. Господин Друзь. Я. Вот все время реплики и реплики, да? Вы современный человек. Как вы относитесь к достижениям нашей цивилизации? С опасением. А к туалетной бумаге, как к достижению? Ну, здесь не все так однозначно. И последний вопрос. Не хотите ли вы на этом вопросе уступить место нашему американскому другу? Ох. Это было бы корректно. Я протестую. Александр Друзь, счет 5-1. Я протестую. Не хотите, значит, да? Нет. При молчаливом попустительстве, друзья. Я сейчас не капитан, к счастью. И вот как капитан скажет, так и будет. Я так и понял. Господа, внимание. Пушкин в одном из писем писал: неприятно получать проколотые письма. Так шершаво, что невозможно ими подтереться. Анус расцарапаешь. Внимание, вопрос. Каким образом появились эти проколотые письма? Иллюстрация. Ну, перлюстрация это и Итак, есть термин, но каким образом? Время. То есть зачем прокалывали-то вообще? Деньги искали? Нет, искали крамолу. А какая крамола? Зачем? Что можно прокалывать? Письма читали. Не, ну это может какие-нибудь иллюстрация. бутоньерки, там бантики какие-нибудь прикалывали булавочками. Ребят, может прокалывали, значит, что просмотрено, как штемпель. Слушай, а при чем тут такое использование? Нет, я знаю, что точно они паром отклеивали. Что наклеивали? Паром отклеивали. Ребята, иллюстрация, может быть, это прокалывать как-то вот перевод, может как быть, перевод. у Может быть, заключенных... сургучная печать, И что? и они ее отдирали, и получалась дырка. Наверное. Нет, ну это в письме, они... Я думаю, что Ребят, это Ребят, как прокалывали, получались чтобы дырки? понять, За что счет внутри. вскрытия конверта. За счет среди конверта дырка образовалась. А, то есть заклеивали с помощью иголок, вскрывали, а чтобы потом заклеить, зачем прокалывали? На самом деле письмом подтираться не будешь, там чернила. Нет, там единственное, Конвертом что может только быть, можно. то, холера была тогда в России, там что-то такое проверяли на предмет бактериологический. Правильно, холера. Их просто это самое, их просто... Берем еще... Не-не-не, все, значит, насчет холеры. Холера, там ситуация такая, что их обкуривали, их как бы накалывали и обкуривали это самое, обкуривали... Время. Еще одну минуту. Время. берем. Кто отвечает? Берем минуту. Ведь, значит, Пожалуйста. понимаете, да? Для того, чтобы их Последние обеззаразить, минуты их идут, накалывали, последние минуты. допустим, на и вертел, в на дым. шпагу, в дым, и держали их в дыму. Холера, да, хорошо. А Пушкин-то почему говорит? Потому что он холера, он Болдина в это время был. Он был в это время Он в жениться Болдино. собирался, сидел в Болдине и ждал, когда ему эти письма придут. Это понятно. Понимаешь? Это... Хорошо, да. Хорошо, А все-таки использование. Ранжера будем брать? Нет, Нет, не будем. к черту, значит, почему должна быть дырка? Или это пометка какая-то? Это понятно. Ребята, вот именно поэтому. Или для того, Проколотые чтобы письма что-то понятно почему. ввести. Для того, чтобы что-то извлечь через дырку, можно было? Не, ну вот и можно проверить, что если там жесткое что-то есть. Если, Вот, видишь, например, там прокол монеты именно в были, том, да, что то вот ты... что написано шершаво, то есть проколото неаккуратно, понимаешь? Вот тут написано было в Ну вопросе вот эти говорят, что шершаво. Болдина, именно Болдин, он переписывался очень сильно. Отвечает Александр Друзь. Прошу, Александр Друзь, перед этим я хочу повторить вопрос. Каким образом появились эти письма? Значит, эти письма появились следующим образом. Александр Сергеевич Пушкин во время известной эпидемии холеры в 30-м году, если не ошибаюсь, находился в Болдино. И письма, которые переправлялись по почте, прежде чем их передать адресату, передать на почту, они на каком-то острие обкуривались, дезинфицировались таким специальным обкуриванием для того, чтобы не переслать заразу адресату. Так и получились эти вот проколотые письма. Вопрос.
Да. Каким образом они получались? Вы в принципе, ответили. Мне остается только уточнить вашу версию. Чем окуривали? Дымом. Сань, дымом окуривали. Окуривали, тогда верили, что окуренные письма определенным образом. Я не знаю состава, к сожалению. Но думаю, если вы захотите сказать, то вы скажете этот состав. Значит, окуривали специальным дымом, например, можжевеловым или еще каким-то. Да, серый там. Серый обкуривали, разные были способы о том, как передать. Понятно. Как обезопасить письма от холеры. И все-таки не как-то, а чем обкуривали? Серый обкуривали. Я хочу, чтобы вы поняли, что если вы не скажете состав, я, несмотря на общественное мнение, я засужу. Значит, мы предполагаем... Чем обкуривали? Мы предполагаем... Чем? Предполагаем, что серой. Серой. Серным дымом. А теперь, внимание, правильный ответ. 1830 год, это верно. Причиной послужила эпидемия холеры, правильно. И обкуривали, прокалывали и обкуривали от этой самой холеры. И, черт возьми, обкуривали серой! 6-1. Молодец, серый! Все становится 6-1 в пользу знатоков. Победа знатоков. Поколение 80-х выходит в финал юбилейных игр. Двойная радость для роста. Не придется платить страховку. Поэтому мы присуждаем телезрителю победителей. премию. Премия кому? Телезрителю. Телезрителю. Хорошо. Задавший этот красивый Вот Бинбанка премия телезрителю. Прекрасный вопрос. А сейчас я хочу посмотреть на знатоков. Виктор Сиднев. Победитель. Леонид Владимирский. Сколько за него? 1500 проголосовало. Александр Друзь. 23 тысячи. Не играл ничего и 23 тысячи получил. Александр Бялка. 25 тысяч. Давайте поздравим Александра Бялка. Олег Долгов. Сколько за него проголосовало? Мало. Никита Шангин. Сколько? Итак, сейчас внимание. Через 1 минуту состоится подведение итогов голосования и награждение лучшего знатока поколения 80-х годов. В голосовании приняло участие около 60 тысяч человек. Лучшим знатоком поколения 80-х признан, посмотрим, Александр Бялка. Более 27 тысяч человек за него проголосовало. Ему вручается хрустальная сова и золотой сонет. Сонет Шекспира на 1/4 килограмма чистого золота. Вручает приз генеральный директор сотовой сети «Сонет» господин Сусов. Прошу вас. Узнаю я минувшие года, таких как ты не знали никогда. Шекспир. Ничего дальше делать. Все! Ой, Садёна какой маленький. А почему сова деградировала по размерам? Где Бялка? Это первая сова у вас, да? Нет, у меня была первая, когда не было. Деревянная, да. Это историческая несправедливость исправлена. Поздравляю вас. А у меня в руках еще есть сова. И она за лучшую музыкальную паузу в течение всех 25 лет. Не знаете, кому я поздравляю. Это не 70.
встречаемся ровно через неделю, в следующую субботу, и будем смотреть, как будут играть лучшие игроки 90-х годов, наши современники. Друзь победит. До свидания. Я хочу сказать, что, может быть, найдется в зале человек такой, который не знает, я его не назвал просто, Константина Райкина. Но я говорю, это Константин Райкин. Понятно всем? Владимир Яковлевич, дело в том, что ровно 15 лет назад мы сидели за столом и ели арбуз, который принес в студию Аркадий Исакович. Только не 15, 14. 14 лет назад это было. Это было сразу после 26 октября 1986 года, день рождения Аркадия Исаковича. А арбуз покупал я.